привет! Меня зовут Наталья, вы находитесь на моем канале «Все в жизни связано». И сегодня я хочу показать вам, как связать вот такую красивую повязку на голову для девочки. У меня в моем случае это будет как комплект к платьицу, на который тоже есть мастер-класс. И вот как раз к такому платью можно связать в дополнение вот такую красивую ажурную и нежную повязочку. Итак, про пряжу. В моем случае это хлопок Газал Бэби Котон турецкий. У него метраж в 50 граммах 165 метров. Итоговый метраж получается 330 метров на 100 грамм. Но чтобы... Я просто из этого хлопка вязала платьице и решила из него же связать и повязку. Но чтобы повязка была тоньше и нежнее, можно взять пряжу и слегка потоньше, где-то 400-500 метров на 100 грамм. Тогда повязочка будет тоненькая и нежная. Ну, это вы сами решите, какой пряжей вам пользоваться. Итак, вяжется повязка легко, быстро. Никаких сложностей, я думаю, у вас не возникнет. Давайте приступать к вязанию. Итак, вначале нам необходимо связать цепочку из воздушных петель, которая будет равна окружности головы ребенка. Итак, мы фиксируем нашу ниточку и начинаем вязать цепочку из воздушных петель. Количество петель должно быть кратно 8. Вяжете цепочку и одновременно примеряете на ребенка, либо, если вы знаете уже обхват головы, то прикладываете к сантиметровой ленте. Итак, вяжем ровно такую цепочку, какой у ребенка обхват головы. Когда цепочка необходимой длины у нас будет связана, нам необходимо замкнуть ее в круг. Для этого нужно аккуратненько вот таким образом ее разровнять, чтобы она нигде не перекрутилась. И будем сейчас ее замыкать. Итак, для этого мы вот в самую нашу первую петельку вводим крючок. Захватываем рабочую нить и соединительной петлей соединяем. Все, первый наш ряд провязан. Второй ряд нам необходимо провязать полностью весь столбиками без накида. Для этого мы делаем одну воздушную петлю подъема. Расслоилась ниточка. Так. И теперь в каждую петельку вводим крючок и провязываем столбик без накида. В каждую абсолютно. И так до конца ряда. Довязали до конца ряда, и теперь нам нужно соединить наше вязание в круг. Для этого в первую петелечку, в самую, вводим крючок и соединительной петлей соединяем. Все, второй ряд у нас провязан. Третий ряд. Делаем воздушную петлю подъема. И теперь мы будем с вами чередовать арки из 5 петель и из 4 петель. Первая арка у нас большая, из 5 петель. Мы вяжем 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. Теперь нам нужно пропустить 3 петли. Вот смотрите, вот эта петля, от которой у нас идет наша косичка. И дальше считаем следующую. 1, 2, 3. И в четвертую, вот первая, вторая, третья, и в четвертую вводим крючок и провязываем, и соединяем эту арку столбиком без накида. Выводим нитку и провязываем столбик без накида. Дальше вяжем маленькую арку из 4 петель. 4 воздушные петли. 1, 2, 3, 4. Снова пропускаем 3, 1, 2, 3. И в четвертую вводим крючок и провязываем столбик без накида. И теперь вот так
до конца ряда мы будем чередовать арку из 5 петель и арку из 4 петель. Итак, вяжем 5 воздушных петель, 3, 4, 5. Отсчитываем 1, 2, 3. В четвертую вводим крючок и соединяем столбиком без накида. Дальше 4. 1, 2, 3, 4 воздушные петли. Отсчитываем 1, 2, 3. И в четвертую вводим крючок и соединяем столбиком без накида. Все. И так чередуем до конца ряда. Итак, мы провязали с вами третий ряд из арочек. И теперь нам нужно перейти на четвертый ряд. Четвертый ряд у нас начнется, должен начаться вот с середины вот этой маленькой арки. Поэтому сейчас мы сделаем одну петлю подъема, развернемся на изнаночный ряд и провяжем 2 соединительные петли, тем самым продвинувшись на серединку этой нашей предыдущей арки. Вот одна соединительная петля и вторая соединительная петля. Вот таким образом разворачиваем снова нашу работу. И теперь нам вот в эту большую арку, состоящую из 5 петель, нужно провязать 9 столбиков с одним накидом. Мы делаем накид и провязываем первый столбик, второй столбик, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой и 9. А в маленькую арку, состоящую из 4 петель, в середину вводим крючок и провязываем столбик без накида. Вот таким образом. Следующую большую арку тоже провязываем 5 столбиков с накидом. 9 столбиков с накидом. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, 9 и в маленькую арку столбик без накида. Можно в середину петелечки, как в прошлый раз я делала, а можно просто под арку вот таким образом, как вам будет удобнее. Все, и так чередуем 9 столбиков с одним накидом в большую арку, в маленькую арку столбик без накида. 9 столбиков с накидом в большую арку, в маленькую столбик без накида. Чередуем до конца ряда. Вот провязала последнюю арку из 9 петель. И вот в эту последнюю маленькую арочку провязываем столбик без накида. Это мы с вами провязали уже 4 ряда. Для того, чтобы нам начать пятый ряд у нас начнется вот из веерочка с 9 петель, вот со второго столбика. Нам нужно с вами подойти к этому второму столбику, поэтому мы с вами провяжем вот такие 2 соединительные петельки. Первая и вот вторая. Все, мы с вами уже в том месте, где будем начинать вязание пятого ряда. Теперь мы с вами будем провязывать в этот веер по 7 столбиков с накидом. Только теперь разница в том, что между столбиками у нас будет одна воздушная петля. Поэтому первый столбик мы с вами вяжем из воздушных петель. Провязываем 3 воздушные петли. Это
как будто мы провязали первый столбик с накидом. Дальше делаем воздушную петлю, которая между столбиками. И дальше делаем накид и вяжем следующий столбик с одним накидом вот в следующую петельку. Провязали второй столбик, делаем воздушную петлю. Дальше провязываем в следующую петельку третий столбик с накидом. Воздушную петлю между столбиками, накид, четвертый столбик с накидом в следующую петельку, воздушная петля, накид, пятый столбик, воздушная петля, накид, шестой столбик, воздушная петля, накид и седьмой столбик. Вот мы с вами провязали 7 столбиков с воздушной петлей между ними. И у нас в начале вот один столбик и в конце один столбик остается. Теперь мы переходим на следующий веер. Здесь мы после 7 столбика воздушную петлю не делаем, а делаем сразу накид. Отступаем один столбик и во второй вводим крючок и провязываем первый столбик с накидом. Вот такое соединение у нас получается. Так, первый столбик провязали, воздушная петля, накид, второй столбик, воздушная петля, накид, третий столбик, воздушная петля, накид, четвертый столбик, воздушная петля, накид, пятый столбик, воздушная петля, накид, шестой столбик, воздушная петля, накид и последний 7 столбик. Дальше мы воздушную петлю не делаем, а сразу делаем накид, пропускаем одну петлю и во вторую вводим крючок и провязываем первый столбик с накидом уже следующей арки. И так чередуем до конца ряда. Итак, мы довязали с вами 5-й ряд, и нам нужно его соединить. И мы вот в этот наш первый столбик, состоящий из 3 воздушных петель, в третью петлю вводим крючок и соединительной петлей соединяем нашу арочку. Это мы с вами провязали 5-й ряд. Приступаем к вязанию 6-го ряда. Вот сюда в первую нашу арку из наших столбиков вводим крючок и провязываем столбик без накида. Теперь мы с вами вяжем 3 воздушные петли. Первая, вторая и третья. И в следующую арочку провязываем столбик без накида. У нас получается вот такая вот красивая арочка из 3 воздушных петель. Снова 3 воздушные петли. И в следующую арку столбик без накида. Снова 3 воздушные петли, столбик без накида в следующую арку, 3 воздушные петли, столбик без накида и еще раз 3 воздушные петли и в последнюю арочку столбик без накида. И таким образом у нас получается над этим веером вот таких 5 воздушных арочек. И теперь также переходим на второй веер. Вот в первую самую вот арку вводим крючок, провязываем столбик без накида. И от него идем вязать уже 3 воздушные петли. И теперь в каждую арочку столбик без накида, 3 воздушные петли. Снова в следующую арку столбик без накида и 3
воздушные петли. Итак, пока 5 таких арочек из 3 воздушных петель у нас не будет связано. Один, два, три, четыре, 5. Все. И так переходим дальше. Начинаем со столбика без накида. И дальше арочки из воздушных петель. И вяжем этот 6-й ряд до конца. Так, вот дошли до конца 6-го ряда. И теперь, чтобы соединить этот ряд между собой, вводим крючок в первую арку следующего веерочка. И соединительной петлей соединяем этот ряд в круг. Вот таким образом. И теперь нам нужно отрезать рабочую нить. Вывести с обратной стороны, точнее с обратной стороны ввести крючок и вывести на обратную сторону петлю, закрепить ее, и потом мы ее спрячем. И таким образом мы с вами связали первую половину нашей повязки. Вот она, к примеру, первая половина повязки. И теперь сейчас мы будем вывязывать с вами вот эту центральную полосу для того, чтобы потом связать вторую половину повязочки. Теперь мы разворачиваем вот таким образом наше изделие, берем работу нить, и вот здесь же, где у нас было начало ряда, мы с вами прикрепляем нашу рабочую ниточку. И вот такой петелькой закрепляем ее. Все. И теперь мы начинаем с вами вязать столбик с накидом, но первый столбик у нас будет состоять из воздушных петель. Мы провязываем 2 воздушные петли, 1 и 2. Это мы с вами провязали как бы один столбик с накидом. Дальше делаем накид и в следующую петельку провязываем 2 столбик с накидом. Теперь вяжем 2 воздушные петли, пропускаем 2 петельки и в 3-ю вводим крючок и провязываем 2 столбика с накидом, 1 и в следующую петлю 2. Теперь снова вяжем 2 воздушные петли, пропускаем 2 петельки и в 3-ю вяжем 1 столбик с накидом, а в 4-ю 2 столбик с накидом. И так продолжаем. Видите, что у нас получается? Снова 2 воздушные петли, и вот там, где у нас 2 воздушные петли, мы снизу 2 петли пропускаем и в 3-ю вяжем 1 столбик с накидом, а в 4-ю вяжем 2 столбик с накидом. Все, и так чередуем: 2 столбика с накидом, 2 воздушные петли, 2 столбика с накидом, 2 воздушные петли. Там, где 2 воздушные петли, пропускаем внизу тоже 2 петельки. Продолжаем до конца этого ряда. Вот провязали 2 последних столбика, провязали 2 воздушные петли, здесь 2 пропускаем, и как раз у нас начинается ряд. И мы вот в 3-ю воздушную петлю, из которой состоит наш первый столбик, вводим крючок и соединительной петлей соединяем этот наш ряд. Вот такая центральная дорожка у нас получилась. И теперь нам нужно зеркально провязать вторую половину, точно такую же, как мы вязали здесь. Итак, вот это у нас
верхняя часть нашей дорожки, это как будто бы у нас первый ряд нашей цепочки из воздушных петель, которую мы здесь набирали. Вот. И сейчас нам нужно провязывать второй ряд, это столбиками без накида в каждую петельку. Делаем одну воздушную петлю подъема и просто в каждую петлю провязываем столбик без накида на протяжении всего ряда. Там, где у нас арочка, просто вводим вниз в арочку и 2 столбика провязываем. Там, где у нас столбики, над ними провязываем. Вот арочка, просто вниз и 2 столбика без накида. Над столбиками в каждый столбик, первый и второй. И вот таким образом продвигаемся дальше до конца ряда. Довязали до конца ряда и соединительной петлей соединяем. Все, дальше я показывать не буду, дальше вяжите самостоятельно. Здесь все вяжется точно так же, как первая часть в зеркальном отражении. Вы сейчас начинаете с 3-го ряда, так как мы первые 2 провязали уже, как я уже сказала, цепочка это была, когда мы закончили центральную нашу дорожку, и столбики без накида это был 2-й ряд. И вот вы начинаете с 3-го ряда, и 3, 4, 5 и 6 ряды, 4 ряда вяжете самостоятельно, просто в зеркальном отражении, точно так же, как мы с вами вязали и до этого. Так, вот мы связали с вами повязку. Вот я в среднюю дорожку вдела ленточку. Это для того, чтобы, если вдруг повязочка будет немножко больше, чем объем головы у ребенка, этой ленточкой можно слегка будет стянуть именно по размеру. Если у вас повязка идеально совпадает с размером, ленточку можно не вставлять, но также она еще и декором служит. И теперь осталось связать красивый объемный цветок для украшения данной повязки. Смотрите, может быть, кто-то захочет связать вот такой маленький цветочек или несколько маленьких по периметру повязки. У меня будет тоже на него мастер-класс, и я ссылочку оставлю на экранчике. Вы увидите ссылочку, то вы проходите и вяжите вот такие маленькие цветочки. Если все же хотите большой вот такой цветок, то сейчас мы с вами свяжем его вместе. Итак, берем нить того цвета, которым вы хотите, чтобы у вас был цветок, и делаем первую петлю, затягиваем, и теперь провязываем 12 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. И теперь нужно соединить в круг эту косичку. Для этого мы в самую первую петелечку вводим наш крючок. Вот таким образом. Захватываем рабочую нитку и соединительной петлей соединяем. Так, соединили. Теперь делаем одну петлю подъема. И теперь весь вот этот первый ряд нам нужно провязать столбиками без накида. Количество столбиков должно быть 24. Просто вводим крючок внутрь и провязываем столбик без накида. Это у меня 2, 3, 4 и так далее. Должно быть всего 24. Итак, провязали первый ряд, соединительной петлей соединяем его, в первую петелечку вводим крючок и соединяем вот таким образом. Итак, второй ряд провязываем тоже столбиками без накида. Для этого мы делаем петлю подъема и в каждую петельку
вводим крючок и провязываем столбиками без накида. Девочки, забыла еще вам сказать, что я вяжу туго, поэтому у меня серединка вот получается не слишком большая. Если кто-то вяжет свободно, набирайте меньшее количество петель. Можно набрать 10 петель воздушных, либо 8 воздушных петель, но количество столбиков остается неизменным. Все, провязываем весь этот ряд до конца столбиками без накида. Так, провязали мы с вами второй ряд со столбиками без накида, и точно так же соединительным столбиком закрепляем наше вязание в круг. И теперь начинаем вывязывать наши лепестки. Здесь мы будем чередовать большие и маленькие лепестки. Вначале мы провязываем 6 воздушных петель, 1, 2, 3. Сейчас подхвачу все ниточки, потому что расслаивается. 3, 4, 5 и 6. Теперь 2 петли пропускаем и в 3 столбиком без накида соединяем. Теперь вяжем 12 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 и 12. А вот этот большой лепесток пропускать петли не нужно, а в следующую петлю вводим крючок и провязываем столбик без накида. И так чередуем 6 петель для маленького лепестка, пропускаем 2 петли в 3, столбиком без накида прикрепляем этот лепесток. И 12 петель для большого лепестка. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. И теперь в следующую петельку вводим крючок и столбиком без накида прикрепляем. И так чередуем до конца ряда. Так, довязали этот ряд, у нас получаются маленькие и большие вот такие лепестки, и теперь мы начнем их формировать. Формировать начинаем с маленького лепесточка. Сейчас мы будем обвязывать его столбиками без накида. Количество столбиков должно быть 12. Просто вводим крючок в серединку маленького лепесточка и провязываем 12 столбиков без накида. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 и 12. Теперь соединительным столбиком соединяемся посередине вот этого большого лепестка. Вот таким образом вводим крючок и соединяем. Все, вот этот большой лепесточек мы пока не трогаем, а переходим сразу на маленький снова. И снова провязываем 12 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4. Вот снова я провязала 12. Снова вот этот большой лепесток
Заворачиваем и в серединку вводим крючок и соединительной петлей соединяем. И снова у нас маленький лепесток, большой остался за работой. Все, и так обвязываем по кругу все маленькие лепестки. Вот мы обвязали с вами маленькие лепестки, и теперь будем приступать к обвязыванию больших лепестков. Обвязывать мы будем начинать не с того лепестка, который у нас вот напротив находится нашего крючочка и нашей петли, а вот со следующего. Для этого нам нужно соединительными столбиками пройти на серединочку вот этого лепесточка маленького. Просто вводим крючок и соединительными петельками продвинемся к серединке маленького лепестка. Вот, соединительными петлями прошла до серединку. Теперь чуть-чуть вытяну петлю, и мне нужно вывести ее вот сюда на обратную сторону, за пределы вот этих маленьких лепестков. Все, вот у меня рабочая нить и петля, и вот у меня большой лепесток. И вот его начинаем обвязывать. Только если эти мы обвязывали столбиками без накида, то большие будем обвязывать столбиками с одним накидом. Количество столбиков должно быть 25. Итак, накид и вводим в середину лепестка крючок и провязываем первый столбик. Сейчас, секунду, нитка расслаивается. Первый, дальше накид, второй, снова накид, третий. И так 25 лепестков. Ой, 25 столбиков, простите. Так, вот я обвязала столбиками с накидом весь лепесток. И теперь, видите, вот маленький лепесток. И вот с обратной стороны по центру соединительным столбиком присоединяем вот эту нашу обвязку. Вот таким образом. Все. И дальше приступаем к обвязыванию следующего лепестка точно так же. 25 столбиков с одним накидом провязываем. И когда провяжем все 25 столбиков с одним накидом, вот у нас идет следующий маленький лепесток. И вот по центру соединительной петлей или соединительным столбиком прикрепляем этот большой лепесток. И так по всему кругу обвязываем. Так, вот мы обвязали с вами большие лепестки столбиками с одним накидом, и нам осталось провязать еще один ряд, обвязав эти же большие лепестки столбиками без накида. Как мы это будем делать? Значит, первые 3 петельки мы с вами будем провязывать соединительными, вот вводя крючок в каждую петлю, и соединительной петлей будем провязывать первые 3 петли. Это вторая и еще раз третья. И теперь дальше до последних вот этих 3 петель мы обвязываем столбиками без накида этот лепесток. Вот таким образом. По идее у нас было 25 столбиков с накидом, поэтому мы 3 петли отнимаем, которые с одной стороны провязали, и 3 петли с другой, это 6 петель. По идее у нас должно быть 19 столбиков с накидом. Ой, без накида, простите. Провязываем до последних 3 петель. Так, вот я провязала 19 столбиков без накида, и теперь следующие 3 петелечки провязываю вот так соединительными столбиками. 1, 2 и 3 в серединку сюда. Вот так. И разворачиваемся на следующий лепесток и делаем то же самое.
первый, второй соединительный столбик и третий. Все. И дальше у нас идут 19 столбиков без накида. Провязываем. Провязала 19 столбиков и дальше снова 3 соединительных. Первый, второй, третий. И дальше в серединку. Это у нас будет первый. Дальше перевернулись на второй лепесток. Второй и третий. Все, вышли на новый лепесток и снова обвязываем так же, как и предыдущие. Так, вот я обвязала, вот такой цветочек у нас получается. Я вытянула вот петельку, теперь просто нужно ее вывести на изнаночную сторону. Вот таким образом. И закрепить. Нитку обрезаем, но оставляем хвостик для того, чтобы потом при помощи иглы пришить этот цветок на нашу повязку. Закрепляем эту петельку вот таким образом и затягиваем. Все, наш цветок готов. Дальше пришиваем его на повязочку вот таким образом. И можно украсить бусинами по вашему желанию. Можно оставить так, как есть. Это уже так, как вы хотите. Вот и все. Мастер-класс по вязанию вот такой красивой ажурной повязки у меня закончен. Кому он понравился, поставьте лайк. Мне будет приятно. Кто не подписан на мой канал, приглашаю подписаться и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить выход новых мастер-классов и других полезных и поучительных видео. А на сегодня у меня все. Всем пока!